Приветствую, меня зовут Владислав Мясников. Я более 15 лет изучаю и практикую китайские метафизические искусства, такие как фэншуй, бадзи, циминь-дунцзя и другие. Сегодня я расскажу о 13 золотых правилах фэншуй, которые помогут вам выбрать благоприятное жилье и качественно изменить свою жизнь. Эти правила основаны на тысячелетней мудрости, но адаптированы под современные реалии жизни. Будет понятно и новичкам, и тем, кто уже в теме. Безусловно, нюансов очень много, и исключений могут быть десятки и сотни. Я постарался собрать только самое важное, что влияет на нас в средней и долгосрочной перспективе. Список, естественно, не претендует на универсальность, он будет дополнять его со временем, и я думаю, что каждый мастер имеет свой собственный чек-лист. Если вы когда-нибудь задумывались над вопросом, как выбрать пространство, которое будет вас защищать, поддерживать, вдохновлять и усиливать, это видео для вас. Чтобы получить максимум пользы, обязательно досмотрите видео до конца. Итак, я сформировал этот список от общего к частному, от более важных аспектов к менее важным, с учетом контекста жизни в современном мегаполисе. Эти правила лучше подходят для жилой недвижимости, так как в коммерческой есть больше исключений, хотя процентов 70 бизнес-недвижимости все еще подчиняются этим правилам. Вы можете использовать этот список как базовый чек-лист при выборе недвижимости, а также при изучении фэншуй. Итак, когда вам помогут эти золотые правила? Первое. При планировании переезда, покупки или аренды жилья. Второе. При инвестировании в недвижимость. Третье. При планировании ремонта или перестановок. И четвертое. При планировании отпуска и выборе отеля по фэншуй, если вы в теме. Почему это важно? Потому что 35% нашей жизни определяется внешним окружением. Меняя внешнее окружение, мы можем кардинально изменить свою жизнь, переписать родовые травматичные сценарии, вырасти в доходах, построить гармоничные отношения и счастливую жизнь по своим правилам. Потому что это своего рода риск-менеджмент. Кто предупрежден, тот вооружен. Это способ избежать возможных проблем с финансами, здоровьем, отношениями, а также сохранить свое время и деньги, и нервы при планировании переезда. Эти знания останутся с вами как инвестиция в себя в этой и в следующих жизнях. Итак, правило номер 1. Анализ мы всегда начинаем с макроокружения. Влияние внешнего окружения или экстерьера намного сильнее, чем внутреннего, то есть интерьера. Если это не таргет, конечно. Поэтому любой анализ недвижимости начинается с окружения. Страна, город, район, улица, дом. То есть смотрим в зависимости от масштабов переезда. Сюда может входить анализ доминирующего ландшафта континента, горных и водных формаций, климата, расположения городов, топографию местности. Идея в том, чтобы найти наиболее процветающее и защищенное место для жизни. Но на уровне города мы в основном смотрим на район. Правило номер 2. Процветающий район, процветающий дом. В 80% случаев дома в процветающем районе окей. Поэтому выбирайте район, где есть ЦИ, где живут преуспевающие люди, где район как бы вибрирует от энергии благополучия и процветания. Косвенно такой район можно определить по ценам на недвижимость, по статистике доходов, эти данные, как правило, есть в открытых источниках, по припаркованным машинам, вайбам и отзывам в интернете. Дисклеймер. Все еще есть шанс попасть в эти неудачные 20% домов с плохим фэншуй, поэтому будьте внимательны к следующим рекомендациям. Правило номер 3. Исключаем ша или негативная информация. В широком смысле ша это то, что нас убивает. Некая вредоносная энергия или сила, которая однонаправленно влияет на наш дом. Тема ша довольно сложна и обширна. В рамках этого видео мы не будем разбирать все случаи, но очень важно понимать, что с ша практически невозможно бороться. То есть это что-то, что мы почти не можем изменить. Поэтому для нас оптимальная стратегия это избегать таких негативных информаций, хотя бы в радиусе 300 метров, чтобы их не было видно от вашего дома, да, чтобы они не влияли на него. Или как минимум вы не могли видеть их из окна. Некоторые примеры негативной информации – это больницы, аэропорты, полицейские участки, кладбища. Это многоуровневые скоростные развязки, куль-де-сак, это Т-образные перекрестки, пресловутые, опоры ЛЭП, вышки связи, остроконечные башни, недостроенные или разрушенные дома,
Такие объекты формируют деструктивную энергию, с которой потом сложно справиться. Правило номер 4. Дом должен быть связан с ландшафтом. Даже если дом находится в процветающем районе, он должен получать ци, должен быть как бы законнекчен с этой энергией внешнего окружения и быть гармонично вписанным в ландшафт, не конфликтовать с ним. В контексте города это близость к транспортным артериям, перекресткам, активным дорогам и водоемам. То есть чем ближе дом к активным дорогам, тем больше ци он получает. И наоборот, если дом находится во дворах, где-нибудь во дворах, такой дом получает очень мало энергии, и жизнь в нем скучна и бесперспективна. Правило номер 5. 4 символических зверька. Возможно, вы уже слышали описание этой классики, что есть гора сзади нас, представляющая черепаху, открытое пространство перед домом — это так называемый красный феникс, поддержка слева и справа — это зеленый дракон и белый тигр соответственно. 4 зверька символизируют 4 кардинальных направления. Это некая ось координат, основанная на кресте, солнцестоянии и равноденствии. Эти принципы супер важны и универсальны, и их можно применять как на уровне страны, так и города, района или дома. 4 направления — это про баланс в нашей жизни между прошлым и будущим, между ресурсами и самовыражением, между деньгами и властью, между мужскими и женскими аспектами и так далее. Чем больше масштаб, тем важнее наличие определенных формаций в этих 4 кардинальных направлениях. Даже в городе это правило считывается по характеру ландшафта, окружающим объектам и зданиям. Раскрою небольшой секрет. Север должен быть выше и активнее, чем юг, а восток выше и активнее, чем запад. Все. Правило номер 6. Форма здания как доминирующая сила. Выбирайте форму здания, которая не противоречит ландшафту, выгодно отличается от других домов рядом, а также подходит вам, исходя из благоприятности элементов вашей карты Бадзи. Для кого-то будут благоприятны вытянутые вертикальные здания, представляющие элемент дерева, для кого-то более низкие, приземистые, такие квадратные здания элемента земли, а для кого-то подойдут куполообразные дома, представляющие элемент металла. Правило номер 7. Этажность как метафора цели. Итак, мы разобрали 4 основных направления. Есть еще 4 промежуточных и верх и низ. Давайте сосредоточимся на вертикали. Высокие этажи больше подходят для амбициозных и активных. Там больше ци неба, больше ветра, больше денежных возможностей. Но жизнь похожа на американские горки и, соответственно, уровень стресса тоже будет выше. Низкие этажи для тех, кому важна стабильность, сохранение энергии, капитала, здоровья, семья, спокойствие ума. Вот эти ценности. А низкие этажи ближе к земле, там больше ци земли. Они больше про такую укорененность. Соответственно, скорость развития капитала там будет меньше, но вам будет там комфортнее, спокойнее, безопаснее. Этажи посередине будут сбалансированы. Выбирайте по себе. Правило номер 8. Входная группа. Дверь — это некий портал, мембрана между внешним и внутренним миром. Через дверь дом получает до 80% ци. Важно, чтобы вход получал эту ци, был чистым, красивым, оформленным, без видимых повреждений и не был заблокирован. Также имеет значение расположение двери в квартиру относительно лифта, лестничных клеток и других дверей. Правило номер 9. 4 угла – основа стабильности. Планировка дома или квартиры в идеале должна быть максимально симметричной. Прямоугольник или квадрат – это лучшие формы. Иногда допускается восьмиугольная или округлая форма в некоторых особых случаях. Также все 8 секторов должны присутствовать на плане дома или квартиры. Отсутствие 2 и более секторов делает объект неполноценным для жизни в долгосрочной перспективе. Критично наличие юга, севера, северо-запада, а также вашего персонального сектора идентичности. Правило номер 10. Зонирование интерьера. На этом этапе мы ориентируемся на ваши пожелания, особенности вашей карты рождения, а также рекомендации дизайнера интерьера. Упрощенно мы делим пространство на янские и иньские зоны. Что такое янская зона? Это некое пространство, в котором есть много активности, много света. Это такие достаточно просторные комнаты. Как правило, там может находиться кабинет, гостевая зона, dining room, какой-нибудь холл большой, спортзал и так далее. Иньские пространства, как правило, меньше, располагаются в тылу квартиры или дома, они менее освещенные, там могут находиться спальня, санузлы, какие-нибудь кладовки, места хранения вещей и так далее. Тема эта довольно обширная, но я дам парочку отличных рекомендаций. Кухня, плита, бойлер, камин,
уместны на юге, юго-востоке, востоке и юго-западе. Северо-запад должен присутствовать, он должен быть открытым, свободным. Там не должно быть кладовок, санузлов, каких-нибудь странных конструкций, особенно если в доме или квартире живут мужчины. Санузлы не окей размещать в центре квартиры или дома, на юге, на северо-западе, в своем секторе идентичности, который мы рассчитываем по ГУА, напротив входной двери, а также над спальней. По возможности избегайте запутанных коридоров и винтовых лестниц. Правило номер 11. Просторный минтан. Минтан с китайского переводится как светлый зал. Это некое открытое пространство, где накапливается и распределяется ци. Бывает внешний минтан перед входной дверью дома или подъезда. Бывает минтан в прихожей, то есть сразу когда мы заходим в квартиру или дом. И бывает минтан как некая центральная комната в центре дома или квартиры. Иногда минтан прихожей и центра комнаты или квартиры могут объединяться в одну такую огромную как бы студию, да, большое такое центральное пространство. Это тоже окей. Центр — это такое сердце дома. В идеале там должно быть некое свободное пространство. Чем просторнее и светлее минтан, тем больше там объем ци, соответственно больше возможностей. Старайтесь держать прихожую в чистоте, делать ее светлой и свободной от хлама, обуви и всяких там коробок. Правило номер 12. Естественное освещение. Хорошо иметь окна на восток, юго-восток и юг. Восток — это пробуждающая энергия начала дня. Критично иметь хорошие окна на восток, если вы живете в северном полушарии, а также если у вас нехватка витамина D, либо вам нужен солнечный свет для регуляции циркадных ритмов. Это очень полезная рекомендация. Окна на юг, юго-восток тоже ок. Они дают достаточно много света в течение дня, дарят красоту, хороший вид, перспективу будущего, особенно если у вас на юге есть какое-то открытое пространство, там поле для гольфа, парковка или какая-то поляна. Запад. Опционально, хорошо иметь там 1-2 окна, но главное не перестараться, потому что все-таки закат связан у нас подсознательно с концом жизни, и если слишком часто наблюдать закат из окон, то это может приводить к таким как бы депрессивным, грустным мыслям. Окна на север иметь совершенно не обязательно. Второй свет, мансардные окна и такие как бы окулюсы в потолке в целом иметь благоприятно, особенно если они находятся в центре квартиры или дома. И последнее правило номер 13, last but not least, люди сделаны из людей. Фэншуй не имеет смысла без компонента человека. То есть люди, живущие вокруг, являются неким метафизическим продолжением нас самих. Присмотритесь к соседям, к людям, которые жили в этом месте до вас. Как сложилась их жизнь? С большой долей вероятности вы унаследуете этот паттерн, если согласитесь жить в этом месте. Если вы находитесь не в своей стае, это отразится на всем от психоэмоционального состояния до ваших финансов. Например, в Британии популярно жить в рамках своего социального класса, но, как говорил Джеки Чан, старайтесь жить чуточку выше своего потолка возможностей. Бонусная тема – выбор дат переезда. Очень важный шаг, хоть технически не является частью фэншуй. Хорошая дата переезда дает приблизительно 35% дополнительной удачи и позволяет как бы запрограммировать нужный результат или сценарий жизни. Вы можете подбирать дату по бадзи, цимэнь-дунцзя или другим техникам. В продвинутой связке небо, земля, человек активируется именно через дату, где небо — это, собственно, дата, человек — это вы и ваша карта рождения, и земля представляет тыл дома или двери. Таким образом, можно получить результаты максимально быстро и эффективно и сделать переезд супер мощной активацией. Это были 13 фундаментальных принципов фэншуй. Система, проверенная временем. Вы можете использовать его как путеводитель для переезда, выбора недвижимости, а также перестановок и ремонта. Если вы хотите узнать, какие принципы важны именно для вашей карты рождения, или получить помощь в выборе недвижимости и даты переезда, оставляйте комментарий или пишите мне напрямую. Буду рад помочь. Ставьте лайк, если было полезно, а также подписывайтесь на мой канал, если хотите больше видео про фэншуй, бадзи, цимэнь, простым языком и с практической пользой. Хорошего фэншуй!